Отношения между государствами строятся и регламентируются международным правом. Как только деятельность государства выходит за пределы страны, приобретает международный характер, затрагивает интересы других стран, возникают противоречия, конфликты и войны. История человечества – это история войн, кровавая история, потому что в среднем 5 лет война, одна война в 5 лет. Значит, возникает вопрос, как же это будет регулироваться? Чем? Международное право устанавливает правила поведения на международной арене вот тех 200 государств, которые существуют и будут существовать. Моральные нормы не могут регулировать отношения между государствами, даже в пределах страны не расходятся у различных слоев населения. На международной арене тем более разные культуры, разные конфессии, только международное право. Вот я стал говорить о международном праве и думаю, ведь очень широко распространено мнение, международное право – это что-то далекое, занимаются президенты, а вот простой человек, живущие все люди, их это в общем не касается. А вот так ли это? Ну, здесь масса людей, которые связаны с космической техникой, интернетом. Вот космическое право, в создании которого я участвовал. Оно определяет деятельность государств в космосе на основании договора 1967 года и ряда других документов. И вот возьмем геостационарную орбиту. Ну, я думаю, все знают, что она проходит на высоте 36 тысяч километров над экватором, имеет огромное значение для размещения спутников и космической связи. Так вот, в 1974 году группа экваториальных стран, Эквадор, Колумбия, Индонезия, заявили, поскольку она проходит над их территорией, то она принадлежит им. Все другие державы могут размещать спутники там, только с их согласия и платить аренду. Представляете, во сколько бы выросла стоимость создания всех этих систем и как бы вот затронула всех присутствующих. Ну уж поскольку я любитель космического права, еще один пример. Спутники проходят над территорией государств, но они пересекают и воздушное пространство над территорией государств, а это составная часть территории, и вторжение в чужое иностранное пространство недопустимо без разрешения данного государства. Могли бы тысячи спутников вращаться по разным направлениям в разное время, пересекая территорию других стран? Конечно, нет. Так вот, этот договор и другие установили принципы деятельности государств в космосе, свободу деятельности. Но возник вопрос, а где же она начинается? Где заканчивается воздушная территория, где распространяется суверенитет? Вот было принято решение, опять-таки на базе международного права, нижняя орбита, 100-110 километров от поверхности Земли, от нее и начинается свободное космическое пространство. Вот вам два примера. Все эти примеры показывают, что все люди, живущие на Земле, затронуты этим делом, потому что космические спутники позволяют исследовать поверхность Земли и так далее, и так далее, и так далее, о чем вы все прекрасно знаете. Значит, польза от международного права существует. В середине прошлого столетия, после мучительных катаклизмов, революций, мировых войн, был создан устав ООН, который, если можно так выразиться, является Библией международного права. Так вот там впервые записано, что война как средство разрешения споров запрещена. 3 тысячелетия до этого это было все законно, теперь запрещено. Это прекрасное достижение, которое помогает поддерживать и мир. Ведь разрыв между Первой и Второй мировой войнами были всего 20 лет. А мы живем уже 60 с лишним лет, в общем-то, наслаждаясь миром. Тенденция усиления контроля за выполнением этого положения, расширение прав Совета Безопасности, он раньше только занимался международными войнами, межгосударственными, теперь и внутренние войны, или
грубейшее массовое нарушение прав человека. Вот Судан. Режут население, принимает Совет Безопасности меры по защите прав человека, что спасает десятки миллионов жизней. Значит, я бы мог продолжить приводить и другие примеры, показывающие роль международного права. Вот японский премьер-министр выступил, повторив притязание на Курильские острова. А ведь с точки зрения международного права Япония отказалась. Надо только более эффективно использовать это международное право, потому что Япония ссылается все на исторические факторы. Рассматривается сейчас закон о использовании вооруженных сил в России для защиты граждан нашей за рубежом в случае массовых нарушений, уничтожения, нападения на граждан. Возникает вопрос спорный. А как с точки зрения международного права? Какой ответ? Я мог бы продолжить примеры, которые уже сейчас говорят о том, насколько это важно. Но время неумолимо летит. Что мне хотелось бы высказать в заключение? Международное право будет развиваться и должно развиваться. Оно касается всех. Понимаете, зависит многое от того, насколько люди понимают это, знают и чувствуют ответственность. Вот то самое гражданское общество. Ведь примеров множество. Например, Тони Блэйр вынужден был пойти в отставку под давлением общественного мнения за то, что он незаконно начал войну в Ираке, что тоже являлось нарушением международного права. И вот в заключение попробую я вас сагитировать на более активную борьбу за международное право. Интернет. Он имеет преимущества, но он имеет определенные негативные оценки, аспекты. Могут быть использованы для терроризма, для финансовых преступлений и так далее, и так далее. Вот сейчас начинаются попытки регулировать национальным законодательством использование интернета. Но это невозможно. Национальное законодательство не может решать такие проблемы. Коль скоро деятельность затрагивает многие государства, выходит за пределы границ, то надо регулировать с помощью международного права. Как? Неудачно, вы все пострадаете, то есть не только вы, мы все пострадаем. Если удачно, значит эффективность будет больше, свобода деятельности будет больше, а вот вы используете опыт, который существует. Обычно это разрабатывается в Организации Объединенных Наций. Вот Конвенция о правах человека разработанная под активным воздействием общественности. Кстати, в отношении прав человека я хочу сказать, что если раньше регламентация прав человека была внутренним вопросом, и государство решало своими законодательными актами, каков должен быть режим, то теперь, после того, как вот созданы новые конвенции, это стало международной проблемой. И требования от одного государства, чтобы другая держава соблюдала эти положения, правомерны. Это не вмешательство. Более того, идет развитие системы контрольных механизмов. Ну, в ряде конвенций предусмотрено, что участники должны представлять отчеты о том, как они выполняют это дело. Плюс международное право позитивно влияет на развитие страны, на ее внутреннее законодательство, на демократизацию. Теперь к интернету вернусь. Итак, мировая общественность активно воздействовала на создание норм по защите прав человека. То же самое было в отношении создания норм о защите окружающей среды. Вот я думаю, что интернет-сообщество, оно лучше может чувствовать, какие нужно создать правила для регулирования отношений между государствами в этой сфере, могло бы проявить воздействие. Ну, что касается внутри страны, правительство создает нормы, но под воздействием общественности. Вот у нас президент с большим интересом относится к интернету. Обращайтесь с предложениями, обращайтесь в Организацию Объединенных Наций, лоббируйте там это дело. Так создаются нормы международного права. И они кардинальный способ решения будущих отношений. Благодарю вас.